Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, и тех, кто в записи его когда-то будет смотреть. Привет, Игорь, привет, Крич. А также тем, кто может еще есть, но не пишет в чате. Продолжаем снова Hollow Knight, и может быть, наконец-то, на 11-м стриме, может быть, мы его даже наконец-то сегодня будем заканчивать. Хотелось бы, чтобы так и было. На 10-м юбилейном стриме вчера этого не случилось, может случиться это сегодня. Так, я пока загружаюсь там. Так, у меня школа. Соболезную, Крич. Ну, если мы еще будем стримить, когда ты там уже вернешься, то заходи, если будет возможность. Или, может, на крайний случай в записи. Ну что ж, сразу с места в карьер. Сейчас начнем с того, что пойдем к последнему грязящему. Там последняя гусеница. Собственно, грязящий. Потом эти самые гусеницы надо будет сходить сдать. Потом я вне стрима узнал, что, оказывается, в стоках там еще можно было 1,5 места сходить, в которых я еще не был. На карте я еще даже заметил, что они у меня не открыты даже. Что это надо будет глянуть. Ну и что еще? Ну и надо будет попытаться опять в окрестностях дворца, точнее в этом белом замке, эту фиговину с паркуром пройти до конца. Попытаться, что ли. А, и еще эти огоньки для грима. И потом, собственно, финальные дела. Сними силу. Какую силу? Телепорт надо будет поменять еще, да. Когда в метро ближайшее дойдем. Амулет. Амулеты я снял. Еще вне стрима. Я вне стрима заходил в игру там на 5 минут. Эх, вот если бы сила была не хрупкой у нас, а нормальной, но 15 тысяч мы уже, наверное, фиг там накопим. Хотя, если я сдам все гусеницы, может, мне там за них дадут миллионы денег. Еще Колизей. Ну, вы говорили, там за Колизей всего пару тысяч дадут. Не знаю. Фармить я тоже вряд ли буду. Так, пошли к грязящему. Насколько я смотрел, где-то там надо запрыгнуть наверх. Двойным прыжком, чтобы к грязящему добраться. Вроде как вниз надо. 3К там в конце босс. За Колизей 6 плюс К. Кстати, тебе тоже по пути. Что ты в стоках увидел? Я увидел два кусочка карты, которые у меня еще не открыты. Я там не был. И я узнал, что есть там еще босс, навозный жук, воспоминания его, которые я тоже не прошел. Это раз. Во-вторых, собственно, эти куски карты, которые я еще не открыл. Один из которых, наверное, ведет в пантеоны. Вот что я увидел. Привет, Антон Суханов. Привет. Третье загадочное яйцо. А ты незаурядный исследователь, раз нашел столько яиц. Я столько тухлых яиц нашел, ты даже себе не представляешь. Не хочешь их купить тоже? Я бы продал. Мне деньги нужны сейчас очень.
Яйцевидная форма — лучшая защита. В Hollow Nest принято записывать слова на каменных скрижалях или блоках, но эти яйца еще долговечнее. Записям, скрытым внутри, ничто не угрожает. Я боюсь повредить яйца, поэтому буду исследовать только внешний слой. Ну и без того ясно, что жуки древности каким-то образом имели доступ в самые недра этих яиц. Вот бы мне довелось узнать, как именно. Только представь себе открытие, которое можно было бы сделать. Helmadelka. Представляю. Навозный защитник после третьего грязящего появится. Ну, тогда мы в любом случае идем сейчас к этому самому грязящему. Надеюсь, я туда иду. А еще нам не хватает совсем чуть-чуть до 200, до 2400, точнее, грез, чтобы последние какую-то там типа награду получить у бабки, хотя там вы говорили всего лишь лор. Но все равно нам чуть-чуть остается. А еще можно его несколько раз прибить, но он каждый раз все сильнее. Ну, это, насколько я знаю, не обязательно его. Так же, как и этого. Зота. Не обязательно 10 раз проходить. Нужно только один. И это главное. Ай! Пропустил ящик. Ничего, сейчас вернемся. Я для 2600 сломленного чемпиона и потерянного собрата собрал. Ну и, конечно, все воины. Круто. Карта обновлена. Сколько у тебя черепков? Каких? ХПшек в смысле? Как на экране вот есть они или какие черепки ты имеешь в виду?
Черепки сосудов, но для души именно сколько? Из 3. 2. Мне не хватает там для последней маски, для последнего вот это вот. Как раз по одной штучке. О, одного осколка маски и одного черепка сосуда не хватает. В паучьем гнезде забрал? Да, я везде, где мог собрать, забрал. Вроде как. Очередной шорткат. Ему фонтан остался. Что за фонтан, кстати? Задание с цветком. Я ненавижу его. Значит, я тоже его буду ненавидеть, походу. Куда? Три гео. Блин, мне и так гео есть на что копить. Еще туда гео. Ага. Это место я знаю. Я видел гусеницу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, 3К гео не сравнится 15К для того, чтобы хрупкую силу прокачать. Но это я и сейчас и должен сделать. 15К накопить. В
Привет, Мукуфан. Надо было поменять амулеты опять. Ладно. Последняя гусеница. Аплодисменты. Конечно. Все, последний. Тогда не рискуем. Так. Ага, все прочитал. Еще гео. И еще гео. Но если пройдем Колизей, то может и накопим на этот самый, эту самую силу. Но не знаю, не факт. Еще смотря, что там гусеницы нам дадут. Больше не могу смотреть.
Красивый вид. А вот и грязящий. Существо, спящее на каменном возвышении. Всем привет. Что как раз на идет? То, привет, Миша. Что идет? Кто идет? Куда идет? Как игра идет? Как игра идет. Игра идет пока хорошо, пока 20 минут стрима только прошло. За любимого короля. За короля! Последнего грязящего вот наконец получили. Или грезящего, или грязящего. Третий есть. Ё. Телепорт надо переставить. Надо, а то постоянно хочется вернуться телепортом, а он у нас там возле босса еще стоит все это время. Сейчас метро, потом гусеницам, потом искать этого жука в канализациях, потом... Что потом? Огоньки, наверное. Какие артефакты есть у тебя? Ты про вот эти? Древности? Уже никаких. Или про какие еще? Про какого жука? Про того, который в канализациях этот... Который кидается шариками. Но который теперь в воспоминаниях должен быть, и который более усиленный. Я думаю, вы уже поняли, о ком я. Белый защитник. Именно он. Еще я знаю, что его мы не прошли. Надо еще туда сходить. За него как раз получим последние грезы, которых нам не хватает для той бабки. Для 2400. Навозный защитник, ну или так, да. Так, это тоже продать. 4400 уже. Не белый, это усиленный навозный, это обычный. Ну да.
Есть еще один, как белый защитник, он последний из боссов грез. Так я про него вроде как и говорил. Он еще белый такой должен быть. А, это ты как раз про белого и говоришь? Что ты не убил. Значит, надо убить. Я хочу идти на финального босса, когда мы уже со всеми покончим. Ну или их почти со всеми хотя бы. Кем сможем. То ли хотя бы. А тут тупик. Да? Ну да. Давно в этой локации толком не ходил уже. Опять брожу, хожу. У тебя нет души короля? Нет, еще нету. Все, опять сегодня надо будет попытаться идти. Да ё-моё, опять не туда я поднялся, зараза. Опять надо будет попытаться паркур до конца пройти, раз там чуть-чуть не осталось. Я про другого говорю, более сильного первого босса. А, ты про первого босса этого с кувалдой? Да, про него я тоже забыл. Пытался путь боли пройти? Не, какой путь боли? Смешно, не смешите меня. Я, как вы и просили, глянул этот самый путь боли. И комментировать я его не очень хочу даже. А пробовать тем более. Не хватило Белого дворца одного этого. С головой на всю жизнь. Самый любимый момент за всю игру в скобочках. Тебе вроде не два остались, и босс. Третий Колизей. Угу. Ясно, понятно. И грим. Так, не туда, по-моему, я поехал. Не туда, не туда, не туда. Не туда. Теперь возьму-то ближе. Про грима ты знаешь. Да-да-да. Но я считаю, скольких мне еще надо для полной коллекции в скобочках для себя пройти. Ну или хотя бы попытаться. Перед финальным боссом. Это вот этого жука навозного. Это вот этого усиленного первого босса с дубиной. Это короля вот этого грима. Как он там правильно называется? Король кошмаров. Это Колизей. Ну и финальный босс. Так, давай мою последнюю награду. Деньги, 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 деньги. Деньги, деньги, деньги. Мне 15 тысяч надо. Давай, 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 давай. Еще. О, ну тогда мы накопим, думаю. $7000. Ну...
Наверное, на копе. О, еще идол. И элегия куколки. Последний амулет? Кажись, да. Тут посиди на скамейке и вернись гусеничкам. Элегия куколки. При полном здоровье ваш гвоздь будет испускать до бело раскаленные лучи при каждом ударе. Ну это если я на полном здоровье буду. А на полном здоровье я не буду, наверное, никогда. Прикол будет. На лавочке в самом грязьмуте посидеть. Здравствуйте, Азель, здравствуйте. Так, посидел. Нет, только не снова, я еще раз не выдержу. Это ты о чем? Что ты не выдержишь еще раз? Теперь вернись к гусеницам. Ладно. Сам узнаешь. Ладно, ладно. Капец. Вот это прикол. Счастье. Ой, как он пружинит. Мерзавец. Жалко, его убить нельзя. Можем к тому рыцарю сходить. Ну сейчас либо к рыцарю, либо к тому жуку-навознику. Давай. Какой ближе? Вообще он для них сам... Для них как кокон для бабочки. Но тем не менее. Никто этого не ожидал. Так активно их собирал. Так надеялся, так ждал. А тут это поворот. Этот все тут бубнит свои проповеди. Так, раз мы идем к боссу, тогда я... Нет, пока компас не убираю, а то мы еще кто знает, куда нам идти. Он жертвует собой, чтобы они стали бабочками. Ну, если с этой стороны посмотреть, то да, но все равно сам факт вот этого, когда впервые это видишь, немножко шокирует. Я ожидал, я плакал, я грустил. Так, где тут жук навозный, я примерно знаю, примерно. А вот где этот рыцарь, примерно не знаю. Еще можно в Колизей сгонять. Но они живые внутри, как минимум, и хорошо. Наверное. Рыцарь перепутья над ареной первого босса. Отлично. Тогда ехать даже никуда не надо. Октис, поплис, боблис.
Над боссом. Где-то тут, в этом коридоре над боссом? Или прям там, где этот рисунок? Прям именно туда. Какие тут все агрессивные. И больно бьющие. Ниже, ну вот я и подозревал, что, наверное, еще ниже. Как раз у тебя сет подходит. Там рядом лавочка вроде как, и надо будет там все равно кое-что поменять. Там надо, где сам босс, но с помощью лапки богомола. Так, компас нафиг. Вот, кстати, вот этот крепкий панцирь, я его надел. Он как работает, собственно? Неуязвимый каждый раз, когда получает урон. Это по мне бить как-то будут не так больно, или это не так работает? Или это фигня, его тоже можно поменять? По-моему, его даже за всю игру ни разу не использовал нормально. К ложному идем? Наверное, да. Неуязвимые кадры больше. То есть можно оставить, да? Неуязвимость дольше после получения ударов. А, в этом плане. Только после ударов. Ну тогда я лучше вот это надену. Но мне больше пригодится, думаю. С боссом, чтобы быстрее хилиться. Он 2 маски сносит. Жесть. Опять не туда, что ли, пошел? Ну, в любом случае будет полезно сюда зайти. Угу. Две маски сносит, тут трюкач нужен. Да, выпустите меня. Надо в обход, блин, серьезно? Через всю локацию? Да мне надо было вообще не сюда. Трюкач. Ладно. Да, трюкач. И вот опять вот эту штуку надену. Будем рывками его бить. Пробовать. Дэшить как-то. Это идеально.
Идеалити. Ниже. No. Скотина. Колизей проходил? Только 2. Ух. Поехали. Я понял. Больно. Да я зря сделал. А у меня он чемпион называется. Так, погодите, раз это грезы, кстати, то в грезах же, вы говорили, можно ставить этот амулет на силу, да? Он не поломается. Тогда, может... А, он стоит 3. Тогда, может, вместо гордости метки не поломается. Ну, что вы 50% больше лупите, я вернусь. А то это может очень помочь. Во всех можно, кроме лучика. Главное, по пути не помереть этих тварей. Лучезарности он почему-то ломает. Ну, оно и логично, наверное.
Чтобы жизнь малины не казалась. Поехали. Это зря я сделал. Это тоже. Надо к этому удару заранее готовиться. Все. Это амулет силы так помог. Я хотел обрести силу для защиты остальных. А потом увидел того рыцаря. Он спал под защитой своего огромного панциря. Я пошел на это не из-за безумия, я просто так хотел. Но что в итоге? Если даже сила не может спасти, то что тогда? Пойду кексы делать. Давай, удачи тогда. Так, пока я вот это все меняю, компас надеваю. Пока мы идем опять гулять. Так, сейчас теперь действительно в этот самый вокзал короля, а потом оттуда в Стоки. За следующим. Нет, давайте на тут рядом лавочка есть. Или нет? Или да, или нет. Хотя от той тоже будет быстро. Изма в правой части стоков. Еще один идол. Здравствуйте. Нет, тогда ладно. Раз путь мы так быстро нашли, тогда опять повторяем то же самое, меняем на силу. Это нафиг, нафиг. Сила.
Вот ты серьезно? Куда? Белый защитник. Дома. Как я давно этого не слышал. Ау. Ух ты, это что-то новенькое. И еще. Ух ты. Как от этого уклоняться? Я не пойму. Рывком, что ли? Успевать. Вау. Остановитесь уже. Эх. Он их иногда немножко делает, а иногда на всю арену. Да, я забыл, его же можно сбивать из-под земли вот этим вот.
Пафунно. Такой эпичный босс, если не задуматься, что они дерутся в этом самом. Он тут еще такой белый, чистый. Не знаю, как от этого уклоняться. Не в ту сторону. Ей! Второй есть. Мои друзья, я защищу наше королевство, верьте в меня. Мы снова встретимся все вместе, я обещаю. Так, все. Я знаю, еще его можно бить и бить, но хватит. Стоп. Не, пока вернемся. Все, у нас хватает сущностей для той бабки. Это снять, это надеть. Так, а в то место еще одно, которое я видел на карте, которое мне еще не открыто. Там, где пантеоны открываются. Ходить ли туда или нет? Ключ у меня, вы говорили, есть для пантеона, а если я туда зайду, допустим, меня же оттуда выпустят или все, или мне надо будет уже там сидеть. Тогда я не пойду. Так, обсуждаете музон, смотрю. И всякое прочее. Когда боссов пройдешь всех. Даже финального?
Наверное, не обязательно. А кого мне еще не хватает, чтобы туда сходить? Можно было бы грима. Наверное, не помню, но Колизей точно. Так, не сюда я сначала хотел. Значит, в Колизей можно сходить. Нам все равно еще много денег надо. Так, еще вот эти две. Все это можно сделать до концовки, иначе было бы странно. Но нам надо сегодня закрыть все гештальты. Постараться хотя бы. По крайней мере, те, которые я могу пройти. Не считая пантеонов, естественно, путь боли и вот это все. Только сущности, как сияет, и вправду тот самый гвозденосец, о котором грезило мое племя. Народ моего племени был рожден светом, светом сродни сущности. Сродни этому клинку, но ярче во 100 крат. Они довольствовались этим светом и прочитали его до поры до времени. Но затем в наш мир пришел другой свет, червь, принявший форму короля. Как ветрены должно быть были... Как это должно быть, были жившие прежде меня. Они покинули породивший их свет, отвернулись от него, даже забыли. Так и возникло это королевство, благодаря предательству. Но легенда о древнем свете жила, отголоски веры продолжали жить в шепоте этого мира, до тех пор, пока весь Халлоунес не стал грезить тем забытым светом. Ах, но всему суждено когда-то уйти, как и мне. Передо мной наконец предстал гвозденосец, и я поддерживаю память о моем племени уже слишком долго. Настало время и нас предать забвению. Забудь нас, гвозденосец. Ни к чему нам почести, мы их недостойны. Ах, прости меня. Свет, лучезарность. Я помню тебя. Пока-пока, бабка. И еще я хочу кое-что проверить. Здрасте. Путник, вторгшийся в самые сокрытые грезы, услышь нас. В этом святилище записаны слова, исторгнутые из другого мира. И хоть они могут показаться странными, помни, исходят они от умов, отличных от нашего, объединенных таинственной целью. Тут ничего нет, если что. Тут есть NPC, который что-то говорит, и хотя бы посмотрим, как тут все выглядит. А то ты же меня дергал каждые там какие-нибудь маленькие фразочки лора бежать на другой конец карты, к другому NPC, чтобы там гвоздем его дернуть. Тут тоже вот глянем, что тут хотя бы на 5 минут. Верить или нет, выбор за тобой.
Я знаю, что тут. Святилище верующих. Ага. Ну вот хотя бы глянули. Тем не менее, приятное место достаточно. Вот и я о том же. Так к лору не относится никак. Это относится к игре, которую я хочу глянуть. Которую я хочу глянуть, да. Все, что мне есть, все, что можно. И не надо сейчас мне напоминать про пантеоны. О, как их там еще много. Сколько тут этажей? 10? Я думал, где-то 2-3 максимум. А там их еще этажей и этажей. Хотя нет, 4 вроде всего лишь. Но тем не менее. Приятно, что разработчики сделали такое место для благодарности. Да. Мне бы на месте этих людей было бы очень приятно, что разработчики для этого целую локацию сделали. Хотя нет, нам как раз отсюда и надо идти. Немножко не так. Уже 9300 тем временем. Все-таки пассивно немножко подфармливаем. Немножко. Вот не сказал ты, и бы не хотел, а теперь хочу. Вот.
А меня же все равно не выпустит, да, по пути. Прекрасно. О, боже. А Дома наслаждений там можно, интересно? Или это мне серьезно через край королевства, аж туда подниматься опять 100 лет в этот Колизей? Но для нынешних затрат с врагов мало падает достаточно. Ну да. Это мы просто пока бегаем по пути и не очень. По шахте иди. Вниз. В смысле по шахте. Шахта лифта. А, вот туда можно. О. Я просто смотрю, там наверху мы были, там же нельзя по шахте ползти, а вот тут снизу можно. Во, да, ладно. Я уже испугался, что аж через край королевства 100 лет опять там через локацию переться. Оп. А если меня тут убьют, то я душу все, точнее гео все не потеряю там на арене и не смогу забрать. Или тут продуман такой момент, что они будут появляться перед ареной. Не потеряешь. Так, да ладно. Тогда что мы берем? Мы берем вот это все понятно. Дальше что? Хрупкую силу тут мы не берем, я так понимаю. Опять трубкача, что ли, пробовать? Думаю, да. Вот так, по традиции. Был на стриме у человека, который дропнул игру на 3-м Колизее. Ой, это меня не радует, если честно. А, мы уже купили его. Прекрасно, тогда не надо ничего тратить. Ну, хотя бы глянем, что он из себя представляет. То все так страшно о нем отзываются, об этом 3-м Колизее. Мои любимые мобы, стреляющие и летающие. Это-та-та-та-та. Мраси. Ага. И тут этот паркур меня преследует. В каком-то виде.
успел. Тихо, 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 налетели бомбы летающие, взрывающиеся. Привет, Драгонкрон. И очень вовремя. Это какие-то новые мобы, которых я еще даже не встречал. Вот это Колизей интересное место, то что тут мобы появляются уже в который раз, которых на всех локациях я даже не видел все это время игры. Типа какие-то более усиленные жабы колючие, которые были в садах. И самые любимые мобы. О, сейчас будет паркур, кажется. О, со всех сторон. О нет, только не эти гады. А там же еще босс, вы говорите, в конце будет. Если там босс будет опять вот этот большой гад, маг, то будет полный капец. Но ты еще по-божески. А это кто такие? Ух. Это я зря только потратил ППшки. Это было парирование божественное, случайное.
Еще уже. Оу. Прекрасно. Бои на лету — это мое любимое. Хватит, хватит. Ой. Так все хорошо шло. Стоп. Пробовать еще или нет? Если я был где-то близок к победе, то, наверное, стоит. Если там еще долго. 3К. Ну, 3К это все равно еще столько же. Еще мне 2 раза 3К надо. Где мне еще с другой стороны 6 брать? Мне же еще все равно негде эти деньги брать, потому что у нас там остался грим и финальный босс вроде. А, ну и перед финальным этот Белый дворец, да. И все вроде. Хотя, может, я заморочусь и каким-то фармом займусь или вообще наплюю на этот амулет. Техники гвоздя против летающих врагов я часто использовал. Какими техниками гвоздя? Вот этими, которые мастера нас обучили. Я, если честно, за всю игру ими ни разу даже и не пробовал биться. Может, потому что они очень долгие, а чтобы они были быстрыми, для них надо там свои амулеты еще кучу понадевать специальных. Поэтому я всегда без них как-то был. Так, амулеты поменяем уже там, на месте. Ой. Сейчас будет что-то с чем-то опять будет, наверное. Так. Вот это раз, помню, надо было. Дальше. Вот это 2 надо было. Дальше. Что-то из этого надо было. Покрывается живокровью. Или не это. А, ну. Вот это да, само собой тоже. Ну да, это уже конец был. Хочешь прикол, там можно свалить с арены с помощью врат прям в бою, да.
Глубокий фокус. Ага. Все. Как раз все место. Первый раз я прошел очень легко благодаря схемам. Благодаря схемам. Даже соскучился за этим. Я бы, конечно, метку гордости брал. Удивительный гвоздь никогда не мешал. Удлиненный гвоздь. Я отключаю звук, когда это прохожу, а то уши горят. Мы тут надолго, вижу. Ну, ты же вчера зашел, когда мы уже большую часть времени просидели, пробомбили. А так вчера тоже было немало времени. Ну, конечно. Тихо. Не то нажал. Угу. Вот опять. Не дожимаю, что ли? Сосредоточились. Ну, немножко так. Угу. Спокойствие. Шорткат хоть есть в комнате. Было бы неплохо. Блин, зря я потратил эту самую ману тогда. Эх. А, ну да, сюда и надо. Посмотрим, кто из нас хуже пройдет. Я лидирую пока. Но я соревноваться и не собирался.
Ну, музыка хороша прям. Ну, хоть она чуть-чуть меня успокаивает. А то если бы была еще музыка какая-то бесячая, либо ее вообще не было, это было бы вообще кошмар-кошмар. Не успел. Не так. Задел. Я вообще не так проходил. Я хочу оттолкнуться, но... Видать, лучше по-другому сделать, как в прошлый раз делали. Вот так. Это ты зря по суду прошел. Что? Ну там можно по-другому пройти везде лазейки. Ой, уже как прошел, так прошел. Я помню это место. Ну, почти. Так, вот опять. Вот это очень плохо было сейчас. О, спасибо, что хоть тут загрузили. Опять недолет. Там по ним прыгать можно. Я знаю, но рисковать не хочу. Ты смотрел прошлый стрим, Антон? Посмотри и не задавай лишних глупых вопросов. Или если смотрел, то почему ты их задаешь, если ты уже знаешь, что там было. Так. Не так. Ну, почти. О. Так, а мне сюда? Надеюсь. Не достал. Опять нет. Вот этого вообще обидно было. Отлично. Их. Не успеваем. Так, подождем. Я тут вообще по пилам прыгал. Я на этом моменте, на этих пилах в прошлый стрим и вышел отсюда.
Ну блин, аж отсюда. Ну теперь вообще не долет. Верни меня туда, пожалуйста. Нет, ну... Ну игра, ты издеваешься. Вот я случайно упал сюда, она меня теперь отсюда будет тэпать. Что за подстава такая? Ну, зачем так делать? Ну, прыжка... Крыльев не хватает еще одних. Вот опять. Значит, надо там без крыльев как-то. Нет. Нет. На правую стенку там можно. Ага. О. Я не заметил, думал, тут везде колючки. Вот это спасибо. А то я в ту сторону даже не гляну. Ай. Ты... И кристальный рывок туда. Я уже не мог смотреть на эти страдания. Страдания были вчера самые такие, самые пиковые. Хотя если мы сегодня опять на 2 часа застрянем, то будут опять, наверное, страдания. Это что такое было? Ёлки-палки. Так близко и так далеко. Спокойствие. Аккуратно. Аккуратно. Не дышите. Дышите, не дышите. Дайте мне чекпоинт. Или скажите, что это все еще лучше. Дальше лететь кристальным этим самым. Правильно? Я уже боюсь шаг делать лишний. И совет, если душа заполнилась, то используй ее, чтобы песня гусеничек не пропадала. Тут лифт. Ага.
Неужели все? Походу, да. Все, сегодня 2 часа не сидим, не бомбим. Любая жертва ради цели. Ну вот, и не 2 часа. Ну да, мы 2 часа вчера основную часть прошли, а сегодня только самый конец. Тут нам буквально реально не хватило совсем чуть-чуть вчера дожать. И просто вчера мы очень долго на некоторых местах возились, я уже прям устал, у меня уже палец тогда болел, аж мозоль был. На эту кнопку долбить постоянно одну и ту же самую. А сегодня немножко, когда уже подготовлен был и отдохнувший после прошлого раза, дела чуть-чуть получше были. Душа короля. Это король. Я вижу. На троне корона. Это король. Душа черва, душа корня, сердце пустоты. Наконец-то. Теперь либо за огоньками для грима, либо к финальному боссу, да? Ну, либо Колизей. Ну, Колизей... Даже с Колизеем нам не хватит все равно денег. Либо все равно идти фармить, либо без этого амулета на силу идти на финальный босс. На финального босса. Либо пойти на этой королевские стоки и глянуть это место все-таки. Может, меня туда пустит. Или нет, или еще... Путь более... А, да, смешно, очень смешно. Или еще что-то надо было с этим амулетом вроде сделать. У меня мозоль на большом пальце была от прыжка. У меня тоже мозоль на большом пальце от того, что я кружок 100 000 раз нажимал на прошлом стриме. Иди в бездну. Окей, нам тут как раз рядом. Но сначала я поменяю амулет. А его надо одевать, кстати. Один новый. Логично. 5 стоит. Ладно. 5 так 5. Тогда вот этот одену, если там будут опять какие-то штучки с монетками, чтобы они там не присасывались. Я бы раз за игру использую этот амулет, который может и не пригодиться, но ну и пусть. Нам нужен босс Колизея. И что, без босса Колизея меня не пустят в эту локацию, в это место, точнее, в локации стоков? Пустят? Ну, тогда смысл. Самую-самую бездну, прям самый низ. Тогда я могу вот так вот просто улететь, да? Надеюсь, ни на что не упаду. Ни на какие колючки. Ну, конечно же, естественно.
Никаких секретов тут. Просто миллионы трупов. Ищи тут предмет. Тут аккуратно. Тут какие-то мини-лабиринты, что ли. Тут ничего нет, значит вниз. Нашел яйцо, отлично. И еще немножко денег нам. И это, кстати, 4-е последнее яйцо. Значит, в этой хрени есть что-то кроме кокона. Любая жертва ради цели. Это что, опять паркур? Только вверх. Без разума для дум. Атмосферненько. Ау. Ну, с такой-то музыкой, да. Без воли, чтобы ее сломить. Перелет. Ё-моё. Без голоса, чтоб горестно кричать. Я правильно пытаюсь что-то тут? Или я не туда поверну? Нет, тут тупики. Рожденный пустотой и Богом.
Не вижу, куда дальше. Чё так темно-то, ё-моё. Блин. И что, наугад прыгать? Черноту, не знаю куда. Вверх иди. А я что, вниз иду? Куда вверх? Я не вижу нигде никаких подъемов дальше. Везде пустота. Сейчас прыгну и улечу нафиг вниз. Будет вам вверх полный. Я же правильно поднимался или где-то может не туда повернуть? Я тут на 3 часа задержался, чтобы трек записать. Понимаю. Ты печатаешь тот свет чумной, что наводнил их грезы. Ты есть сосуд, ты полый рыцарь. Сердце пустоты. А, монетки притягиваются. Прекрасно. Никто нас тут не ждет. Ее и в прошлый раз тут не было почему-то, сейчас тоже ее тут нет. Я не знаю, что у меня не сработало, но только первый раз. Может быть. Ай.
Ладно, еще разок попробуем Колизей пройти. Если нет, то я не хочу там 100 раз его перепроходить. Просто ради денег. Еще не факт, что я быстрее пройду. Нафармлю сам с амулетами быстрее эти гео, чем пытаться это самое пройти. Или там буду попыток несколько пытаться тратить. Ты больше не даешь денег? Смотри мне. Не может быть снять амулет. А он не занимает ячейки? Не занимает, ну тогда еще ладно. Так, вот это раз. Это два. Это три. Это 4. Или не так попробовать. Не, попробуем пока так. Это у нас 10 тысяч почти. Если тут еще 3 дадут, то будет уже нормально. Плюс яйцо там 1000 с чем-то, и будет почти та сумма, которая нам надо. Но это если мы пройдем. Тихо, тихо, тихо. О, опять пошла жара этих бомб. Жабы.
А. Сколько я тут потратил зря? ХП. Этих тварей. Эх. Эта тварь летающая больше всего мне за этот третий колизей урона наносит. Явно могло быть и получше. Мне эта попытка вообще не понравилась. Кстати, мы же теперь все амулеты собрали, правильно? Там, я помню, продавала одна тетка еще какой-то амулет, за который как раз надо было все получить, чтобы можно было его купить. Угу. Это я случайно.
Ну? Алло, алло. Ну как так? Ай. Не то, не то, не то, все не то, все не то, не то. Все не то, не то, не то, блин. Но у меня хотя бы под конец игры понемножку начинает получаться прыжки вот эти вот вверх. Понемножку. Отвали. Опять этот момент душненький. Нормально, нормально. Это тоже момент интересный. Так, с первым делом вот эту мразь стреляющую убить. А вот тут эти иголки очень сильно мне помогают, оказывается. Спокойствие, спокойствие. Не-не-не. Не-не-не-не-не. Не. Блин. Вот на этом самом моменте я, по-моему, в прошлый раз и сдох. Здесь и помер в прошлый раз. Ну, оно и понятно почему. Потому что, блин. Драться... Пока по стенам там пытаешься прыгать. И эти из тебя расстреливают. Их еще там довольно много. Не. Это мы долго будем так пытаться. Я быстрее, наверное, нафармил бы за все это время. А какие там амулеты для фарма надо? Напомните, а то я ими даже не пользовался ни разу. Это заклинание.
Больше души с каждым. Вот это. Или нет, это не гео, это души. Или амулеты на гео тут нет. Только этот, который собирает их. Или я с душами их попутал. То для меня души гео... В соулс-лайках там души как раз и те самые, что тут гео. Вообще все перемешалось в голове. Ты 4К фармить будешь? Ну, хотя бы пока вот буду по путях бегать, эти фонарики собирать для грима. Пока яйцо пойду продам. Кто-то там насобирается, и лучше... Жадность хрупкая. Но она же хрупкая. Ладно, рискнем. Я все равно ею потом пользоваться даже и не буду. Так, вот это по-любому. Только жадность хрупкая и все. Больше гео. Нет, тогда... Я тогда как раз вот так и вот этот, чтобы не терять эти самые гео, которые будут улетать. Все, идем продавать последнее яйцо. По пути немножко опять пофармим. Кстати, в королевские стоки сейчас тоже по пути заглянем. В то место, где пантеоны. Просто хотя бы посмотреть на это. Четвертое загадочное яйцо. В жизни бы не поверил, что такое возможно. Никогда раньше не встречал жука, который с таким рвением приносил бы мне сокровища. Сокровища королевства. Должно быть, у тебя на них чутье. Или же они как-то сами находят тебя? Мои коллеги утверждают, что у каждого яйца есть воля. Оно само находит или уходит от владельца. Но тут я настроен скептически. Если это и возможно, то трудно доказуемо. Старьевщики часто выдают желаемое за действительное. 10800. Так, еще бы знать, где тут этот проход. По-моему, где-то тут он должен быть. Левой верхней стены в шорткате. Опять слышу наших друзей. Назад. Назад. Где-то тут. Так, кстати, лавочка.
Полюбились тебе эти враги, по одному звуку узнаешь. Угу. Левее. Куда? О, можно забраться. Ага, вижу. Ну, тут я уже не был. Может, тут еще какие-то залежи гео, например, которые мне очень пригодились бы. Ой, ё-моё! Это да. Вот такого я не ожидал. Что оно выскочит на меня тут из-за угла. Капец, больно бьет, но мне нужны деньги. Главное нам не помереть, потому что у нас хрупкая эта самая фигня. Есть спидран какой-то, где человек эссенции на врага фармит 40 часов. Но мне на протяжении всей игры это вообще не надо было, но сейчас прям пригодится, наверное, этот фарм. О нет, тут тупик. Прекрасно, великолепно. Нигде никаких секретов не положил. Так, я там внизу, может, что-то пропустил, конечно, но надеюсь, нет. Выгребная яма. Пустой сундук. Ну, спасибо, игра. На целых 25 монеток. Ну, он хоть что-то, ладно. Все равно обидность. Кокон, запертый на простой замок. Использовать простой замок. Использовать мой последний простой замок. Ну, здравствуйте, пантеоны. Подобрано глаз Божий. Так, если я использую грезы, то мы попадем туда. Значит, использовать мы их, наверное, уже не будем. Или вы говорите, что меня оттуда все равно выпустят. Может, хотя бы глянуть. Проходить-то я их по-любому не буду. Так, стрим уже 2,5 часа идет. Будем надеяться, что мы не застрянем на 5 часов с гримом или финальным боссом. Богохульство! Как гадко нам! Ты мелочь тля перед пылинкой пыль.
Кто право дал торгаться в дом богов? Покайся и изыди вон. А, понятно. Это вы это имели в виду, что нас выпустят? Что нас прямо так и пошлют, мол, пошел вон отсюда. Тебе тут не рады. Божий кров. Понятно. 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 Это и есть то самое, да? Ой, грибная яма. Красивейшее место в игре для меня. Понимаю, понимаю. Если бы я не знал, что это красивейшее место за собой скрывает, я бы тоже, наверное, сказал, что оно мне очень нравится. Эх. Перелет. О, спасибо, что вернули. А ты знаешь? Ну, в смысле, пантеоны... Или что еще я должен знать? Или какой-то лор? Или дополнительные концовки? Или что ты еще имеешь в виду? Так, все, теперь вся карта у меня открыта. Мне не хватало как раз вот этих вот кусочков в стоках. Теперь все это тоже мы открыли. Идем за огоньками. Чтобы хотя бы глянуть на этого вашего короля кошмаров. Три. Подождите. Так мне же надо собрать 3. Почему мне снова на карте 3 отображено, если я один уже взял? Тебе 2 надо, 1 исчезнет. А, ладно. Я думал, баг может какой-то. Ну тогда ладно. Тогда идем. Какой легче? А то я к тому ходил, который в грибных пустошах. Он там меня по 2 сердечка лупашит. Остальные такие же? Я так понимаю. Ну что там вообще, тебе же не говорили? Кто мне должен был говорить? Я только знаю, что там пантеоны вот эти вот легендарные. Куча боссов по 40 штук одновременно, подряд. Концовки дополнительные, там, если все это пройти, там 4 или 5 пантеонов. И это имеешь в виду? Они одинаковые. К сожалению, они одинаковые. Ну ладно. Тогда идем налево. Котлован. Ой, 11 тысяч. Может не идти? Может реально пофармить? Хотя 4000. Блин. Меня жаба задушит, если я их потеряю сейчас на этих огоньках. Но мне же теперь некуда их складывать все равно на хранение. Первый можно с первой попытки пройти. Но за них же ничего не дают. Это просто преграда на пути к следующим пантеонам. Если бы за них мне гео дали, я бы попробовал наверняка. Или что-то типа такого. А там проценты, достижения. Это не то, что мне надо.
Вот даже за Колизей, там, который как раз мне надо, это Гео, я уже не хочу там тратить кучу времени на эти попытки. С первой и второй попытки не получилось, тем более я там умираю на одном и том же месте. То это еще кучу времени займет. Эксклюзив там есть, да. В конце боссы уникальный. Но это не то, что меня очень сильно интересует, если честно. На 4-м пантеоне мой любимый босс. Очередной любимый босс. А если что, где вот если я захочу пофармить, где выгоднее всего будет? За каких мобов больше всего дают бабла? Я хотя бы гляну, сколько приблизительно там с этим амулетом. Хрупкая жадность я буду получать. Если оно прям очень долго будет копиться, то ну его баню, наверное. Колизей выгоднее всего фармить, я думаю. Ну, такое себе предположение. Еще давайте следующие варианты. Варианты еще будут? А в Колизее можно первую и вторую проходить несколько раз? Серьезно? Блин, я думаю, вы все это время говорите мне про третью сложность, и там типа за каждую сложность по одному разу только дают награду. Я думал, что там эти 3К только за третью сложность, в смысле, я не хотел возиться. А там по нескольку раз можно, и даже простые сложности. А, да, ну тогда другое дело. Ну тогда я переобуваюсь, товарищи. Тогда все, тогда... А хотя можно не было не снимать, там же все равно есть лавочка. Тогда все, я переобуваюсь. Я просто реально думал, что там только за каждый уровень сложности один раз награда дается. Да, любую сколько угодно раз. И гео все равно будут давать. Тогда великолепно. За минут 7 2К гео. Хотя время я не измерял. Все тогда. Тогда потопали туда. Вот и не такой уж и плохой вариант. Да? Я думал, вы все это время мне намекали, что чтобы я дальше пытался третью сложность проходить. И я уже думаю, что не хочу там кучу времени тратить на эти попытки. И времени, может быть, меньше у меня заняло, если бы я реально пошел фармить просто с этим амулетом по картам. Но если там можно прям слабые сложности, это самое, то тогда так будет намного быстрее, думаю. За первую и вторую разная же сумма, да? Конкретную сумму помните? За 7 минут 2К гео это за какую сложность? Игорь, ты говорил. Написано где что? Следите за гео и кусок редкого металла. Следите за гео и чайку амулет. 1К, 2К, 3К. Угу. Тогда 2 раза нам вторую сложность надо пройти, да?
Ну и потом еще первую, либо так дофармливать, хотя 800 дофармливать. Ладно. Меньше трёпа, больше дела. Вот будет сейчас смешно, если я даже на вторых вот этих сложностях буду сейчас умирать. И по нескольку раз проходить. Вот будет веселуха. Хотя я же перекачан должен быть. Правильно? Гусенички, гусенички. Азота мне дадут еще раз попинать, кстати. Он же на второй сложности был, да? Или на первой? Где мы его пинали. Я бы попинал его еще раз с удовольствием. Зод первый. И он один раз. Обидно. Я бы попинал его. Там кто-то еще говорил, что можно дать ему позволить себя ударить. Я бы посмотрел еще, что это меняет.
Зота в клетке больше нет. Деньги, 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 давайте мои деньги. $2000. Да, еще разок пройдем и как раз будет идеально. И все, и пойдем. Либо грима, либо босса финального смотреть и мы все прошли, получается, да? Только грим и финалка останется. Я ничего не забыл. Семь минут почти. Ну, ты засекал? По записи видео. Вот сейчас аккуратно. То вообще было бы смешно умереть на второй сложности. А, не-не-не-не-не. А как так-то? Пантеоны хотя бы глянуть. Ну зачем? Мы и так уже 3 часа почти стримим. Еще не факт, что мы с финальным боссом или с гримом не будем сидеть несколько часов. А после финала игры, кстати, можно в игру возвращаться или уже все? Тебя в главное меню выкинет и все уже. Поиграть не дадут. Можно? А, да? Ну тогда, может, и глянем. Пантеон. Чуть-чуть. Если мы прям очень долго не застрянем на финальном боссе. А то я уже так хочу в Silksong поиграть, вы даже себе не представляете.
Силксонг манит. Да, с одной стороны, хочется игру эту хорошо пройти, прям полноценно. А с другой стороны, желание поскорее закончить и поскорее Силксонг начать присутствует. Но тем не менее, мы все равно почти все тут и прошли. Эх. Блин, эти штуки, они меня на третьей сложности добивали, и тут они тоже противненькие. Я вообще уже в целом говорил, что самые противные для меня мобы в этой игре это те, которые летающие и стреляющие одновременно. А эти вообще 4 штуки стреляют в разные направления. Прям full хаус неприятностей. Так, и последние товарищи. Все. Нафармили. Тебя просто во времени откатят до убийства финала босса. Отлично. $15 000. А зачем мы фармили? На то, чтобы сделать эту хрупкую силу, чтобы сделать хорошей силой, чтобы мы на финального босса и на Грима шли с 50% усилением. А то 50% бонуса это вам не хухры-мухры. Мы видели, как там я на каком-то боссе только его надел и сразу с первой попытки прошел. Потому что он реально, видать, нормально урона добавляет. По процентам одна маска, один сосуд для душ, грим, пантеон и колизей. А одна маска и сосуд, кстати, это где? Вы говорили там этот... Фонтан надо для чего-то? Для черепка сосуда, да? А на маску что надо? То мне до сих пор тут чуть-чуть не хватает. Мы уже почти все прошли. А, надеть, надо надеть. Маска за квест с цветком. Тут за фонтан. Блин. И хочется, и колется, как говорится.
Нам-нам-нам-нам. Aber Nosla? На. Отлично. Теперь мы будем вот так бегать. Но на босса будем менять эту компас на колючки. Да. Или вместо метки еще могу менять на вот этот, на фокус. Пошли огни искать. Да, пошли. Теперь я буду более уверен в себе. Нерушимой силой. Вокзал короля. Не королевы, а короля, блин. Там оттуда там и один, и другой. Огоньки. А фонтан что, надо просто 3000 или что? Откуда ты знаешь про сумму? Так кто-то в чате писал. Прям сегодня даже. И на прошлых стримах писал, и сегодня писал. Просто 3К. Да, тогда можно еще раз ходить в Колизей потом, что ли. Блин, если бы я знал заранее. Ладно, короче. Я думал, ты и так знаешь, но просто не хотел по 2К фармить. Я думал, там не только 3К надо, и думал, там еще какая-то подстава. В этом была фонтан. Ну ты не то нажал, какой я молодец. Ничего себе. Ничего себе. Даже этими шариками по 2 мне бьет. Ты чё вообще? Умри же, у меня урон увеличен. Не хотелось бы опять сюда возвращаться к нему. Так, секундочку, я сейчас отвлекусь. Даже не отвлекусь, я даже отойду сейчас на 2 минутки. Айн момент.
Так, все, я вернулся. Да, тут я забрал на вокзале вне стрима дневник. И еще один дневник там где-то забрал вне стрима тоже. Все остальное на стрима я забирал. Так, теперь направо и вниз опять. В улей. Так, а тут был шорткат чуть ниже от меня, или мне прям вот такой крюк надо будет делать сейчас? Было бы хорошо, если бы был. Дальше. И все всегда так усложняется. Пчелки танцуют. Хорошо, что этих пчелок мы теперь ваншотаем. То до этого они тоже не ваншотались. Ай. Теперь поприятнее. А еще за них гео не дают вообще.
Погодите. Да отстаньте. Если еще 2 раза пройти, то и на амулет хватит, и на фонтан. На какой амулет? А, этот, который у Салюбры. Ну-ка, 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 ну-ка. 4 стоит. Не, эта тварь мелкая мне все будет ломать все равно. М. Сейчас по пути, блин, пол хп отнимут сразу. Бейте меня, короче. Привет, с меня лайк. Привет, странник. Как ты вовремя. И спасибо за лайк. Какой же тут сумасшедший путь. Зря я сюда пошел на низ. Я только вот час назад друга проводил домой и пообщались. Только общались, ни во что не поиграли там, мало ли. Киберпанк зарубились. Во, это уже интересненько. Ой, я совершенно забыл об этой анимации. Ой, как удачно я улетел, сейчас все заново защитить.
Да хорош, умри уже. На последнем КП рискнул. Все, хватит с него. Подожди, ты говоришь, если еще... А, 2 раза сходить. Блин, еще 2 раза, блин, туда штуку делать. Так лень, если честно. Так, а еще раз. Как ты там писал? За фонтан сосуд будет, а не маска, да? Ага. Маска за цветок. А гриму ничего там какого-то... Каких-то особых действий делать не надо, просто зайти к нему снова. Дойди с амулетом. Окей, амулет у нас есть. Не, погоди. Раз он по 2 маски будет сносить, эти 2 маски могут мне очень сильно выручить. Сейчас будет жесть, кажись. Я уже отвык, как там с ним надо было драться. Я в тот раз прям заучил все его удары наизусть почти. Сейчас опять будет больно, наверное. Ой, как ярко. Красота. Боль. Король кошмара Грим. Офигенное начало. Обалдеть. Да, это пока я опять вспомню, какие у него там удары, что он вообще делает.
Красивый босс и арена, да. А еще он бьет больно. Мало того, что у него там новые удары появились, он быстрее стал, так еще и по 2 хпшки, это вообще жесть. Я помню, как там надо было уклоняться. Опять заново все вспоминать, собака. Да. Пока я все вспомню, уже будет попыток 10, наверное, потрачено. Вот это куда я раньше делал? Назад? Уже все так быстро. Назад я там уклонялся или вперед. О боже. Ну на самый крайний случай, прям на самый крайний случай, но все равно нам нифига не обязательно, и я могу на него плюнуть и пойти на финального босса просто и все. Да. Да. По сути, да, он опциональный. Но по сути, как вы говорили, задумалось вообще изначально как-то что-то там с ним сделать, что этого босса вообще не должно было быть. Это вы мне специально говорили, чтобы я там что-то не делал, чтобы как раз этот босс появился. Чтобы просто глянуть, какой он. И офигеть от него. Ну вот я офигел, глянул, какой он. Можем идти отсюда. Да. Зато, с другой стороны, бои тут будут очень быстро заканчиваться. Хотя конкретно с гримом нерушимая сила была не особо обязательной, потому что это же тоже грезы, да? Они так и так тут нерушимые, но зато с финальным боссом пригодятся, думаю, очень сильно. Случайно каждый раз не ударяет. Ну, если я опять приловчусь, запомню все его вот эти вот мувы,
Может и будут шансы какие-то. В прошлый раз он даже каким-то легким показался там, когда я уже запомнил все более-менее. Если тут опять все запомню, то будет уже нормально, думаю. Но пока я только опять привыкаю ко всем этим ударам. Офигенное начало. Эта версия намного сложнее обычной. Это может быть один единственный босс, которого я за всю игру так и не пройду и оставлю его так. Потому что всех остальных боссов, не считая пантеоны всякие там, конкретно в игре всякие боссы, я всех их прошел. Как-то. А этот босс может быть тем самым, которого я не пройду и оставлю на будущее. Или на никогда. Но вот от этого удара я уже... От этих двух ударов я уже понял, как понял. Но вот от этих двух... Не очень. Третий босс по сложности у тебя? Ну, в любом случае, я не буду сегодня целый стрим с ним сидеть. Еще пару раз попробуем. Если прогресса вообще никакого не будет. Ну его. Если хоть что-то будет получаться со временем. Этот удар самый основной. А я не успеваю даже не подпрыгнуть, ничего сделать в этом ударе. Он самый сложный пока что для меня. И быстрый, и пока непонятно. Вот опять. Пока я не пойму, как от этого удара хоть как-то уклоняться, это бессмысленные попытки, потому что вот от остальных я более-менее что-то где-то получается время от времени хотя бы. А от этот удар вот я 90% я всегда на него попадаюсь. А когда не попадаюсь, то как-то случайно не попадаюсь. Когда огни с неба, не, когда он когтями на меня накидывается, а потом вверх подпрыгивает.
Огни с пола, это я понимаю, как от них уклоняться. Когда эти штуки опять с пола поднимаются, не огни, а эти колючки, тоже понимаю. Когда он из плаща выкидывает этих пташек, тоже понимаю. Когда он своей вот этой иглой на меня налетает, тоже вроде более-менее иногда получается нормально уклониться. А вот это когда он когтями меня хочет ударить и потом подлетает вверх, вот от этого я тут вообще... Еще и за спиной у него какой-то туман остается, который тоже урон наносит. Тут я вот всегда попадаюсь на этот удар и не понимаю, как от него уклоняться нормально. Вперед, назад, вверх, вниз, как, что? Никак не получается вроде бы. На этом ударе я всегда попадаюсь. Вот этот, вот этот, вот эти два удара, вот, да. В него что ли надо? Вот что ли надо? Походу у него. Это не точно. Ну вот огни с неба. Можно отойти, назад огни. Отойти, когда огни летят, рывок делать. Я вот вроде делал рывок в него, вроде тоже получалось, но может просто повезло. Если в него, там у него за спиной этот туман, наверное, не стоит. Ну хилиться тут как будто бесполезно. Как будто если ты не пройдешь его за один вот этот вот набор хпшек, которых у тебя уже есть изначально, то все. Тут хилиться прям моментов вообще нигде нет. Один только буквально вот этот, когда от земли иголки вырастают, только тогда, и то один успеешь максимум. Или сквозь него рывок делать и от огней увернуться. Ну, вот разве что так, наверное. Ладно, пойду я кушать, хочется. Удачи, пройти грима. И пока. Но у нас сегодня в планах вообще был не грим, а финал. Финальный босс. Удачи тогда, Азель. Приятного аппетита на всякий случай. Я еще пока попробую, но если прям вообще, как я и сказал, прогресса не будет, то пойду на финального босса. Что не факт, кто для меня будет сложнее, финальный босс или он. Отвратительная попытка.
Надо посерьезнее. Не в ту сторону. Идем хотя бы глянем на финального босса, что ли. Я боюсь, как бы реально не оказалось, что я сейчас буду разорван между двумя супер жесткими товарищами. Карта обновлена. Где я что открыл, что у меня карта обновлена? Странно. Папа надо. Муж вернулся домой. Ну, мать, Наконец-то Карнифер дома. Но взгляни на него, он совсем изнеможден. Вечно он так, оставляет карты без устали, а затем падает замертво. Полагаю, отсыпаться он будет долго, но даже сейчас, когда он дома, я все еще чувствую себя одиноко. Ах, ну я люблю этого языка, со всеми его недостатками. Его увлечение картами даже вдохновляет меня. Корни вечно зовет с ним путешествием, но я постоянно отказываюсь. Может, пойти в следующий раз? Может и пойти. Такс. Там лавочка будет? Ну и ладно. Ну, наконец-то. Вот ты где. А мы тебя, блин, там в бездне 2 раза пытались увидеть. Она все это время тут. Я восхищена, маленький призрак. Ты взял на себя непосильную задачу, но до сих пор не пал духом. Сломать печати грязящих или грезящих. Задача для многих невыполнимая, но ты принял свою внутреннюю пустоту и тем самым доказал, что ты есть нечто выдающееся. Я молодец. А можно ее гвоздем? Можно. Сможет ли оно совершить невозможное? И должно ли оно? Это то же самое. Пошли.
Сейчас еще скажет. La fenu Путь venido. открыт. Так или иначе, это конец твоего пути. И я не пойду с тобой. То место создано для подобных тебе. Шагни я внутрь, эти печати иссушат меня. Не удивляйся, я не стану рисковать своей жизнью в твоей битве, но если представится возможность, помогу, чем смогу. Договорились? Последняя лавочка. И от этого момента, насколько я понимаю, как вы и говорили, меня будут загружать после титров. Когда все закончится. Сосуд. Хоть сдержан ты знаешь мира состояний. Хелунес вновь будет един. Будет. Вот он. Полый рыцарь. Не успел. Ах, ты тоже такими ударами бьешь? Ты что, Грим 2.0? Он еще и пуляется. О! Она же говорила, что не придет на помощь. Но чем сможет помочь, тем поможет. Вот и помогла. Так, а сейчас супер-пупер финальный босс. Тот, для которого мы и собирали эти самые половинки этого амулета последнего. Тот, ради которого я страдал на прошлом стриме 2 часа и сегодня тоже какое-то там время. И сейчас еще тут будем страдать, наверное. Лучезарность. Прекрасно. Тоже по 2 хпшки сносим, да? Что за мода пошла по 2 хпшки всем сносить, да? Ау. Ау. Ладно. Мои вещи? Что мои вещи? И дневник. Встречено 145 из 154. Завершено 115 из 154. Завершено 104%. О как!
Ну, не считая пантеоны, там, пути боли, вот, маска, сосуд недособранные, да, и что еще? Грим. Ну и финальный босс. И все вроде. Ну и Колизей последний, да, все. Вот были бы эти как раз 112%. Но мне они не нужны. По процентам: 1 маска, 1 сосуд для душ, грим, пантеоны, колизей. Ну да. Дубль 2. Отвратительное начало. Так, что-то я тупо его закликиваю. В Орлуме каждый второй противник 2 маски сносит. Это замечательно. Мне туда путь заказан, значит, определенно. Аккуратно. Этому еще надо привыкать. Ну елки-палки. Пока по традиции еще привыкну к этим звукам их уклонений. Не, погодите. Я хочу поменять кое-что. Это тогда нафиг. Там без разницы, насколько длинные атаки. А вот это быстрее мне очень может помочь. Так, остальное пусть будет. Но это тогда тоже, ладно. Эта попытка вообще была ужаснейшая всех возможных ужаснейших. Знаю, что будет, если не бить гвоздем гроз. Знаю. Ну что такое? Уже даже первую стадию не можем пройти. В прошлый раз ее вообще быстро как-то залупили.
Так, а сейчас внимательно. А, или мне устанавливать КПшки тут в самом начале. Ну ты серьезно? Старте снова. Он лучку? Лучку? Что? Стоп. Офигеть. В прошлый раз он этого удара вообще даже не делал. Секундочку. Всё.
Заново. М. В ту сторону зашибись. Шахматный камень. Стоит 3. Ладно. Ну вот это да. Ему вообще урон проходит вот этот момент, или я просто зря бью, и в анимации он ничего не получает? Ну хотя я там души получаю. Офигенное начало. Божественное начало. Конечно, очень обалденно это было сейчас. Я то наглею, то наоборот на одном месте стою.
Ну, хоть какой-то прогресс. Прогресс, конечно. Ну да, первую фазу можно почти что вот этими криками только пройти. Мне кажется, самая жесть будет во второй фазе. И даже до него добраться не могу. Зато прогресс, да.
Хорошо. Куда? Аккуратно. Очень аккуратно. Эх. Маленький прогресс с шажками, маленькими шажками. Маленькими шажками, может, что-то добьемся. Тихо, 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 тихо. Тут, мне кажется, чисто рандом. Когда повезет, смотря какие удары он будет делать. Хотя тут на хил можно не тратить души вообще. Лучше на крики вот эти. Блин. Но оно появилось прямо у меня под боком. Ну как так-то? Погодите. А этот камень точно что-то дает? А то я разницы особо не вижу. Меня как били больно, так и бьют. Я думал, может оно там на сердечко одно меньше будет сносить. О, вижу, ты проходишь самого легкого босса в игре. Да, очередного самого легкого в игре, да, да. Привет, Фризерерс, привет. Может надеть как раз вот на души, на ману вот эти какие-то амулеты. Меньше души расходует. Какой-то там был еще, который больше урона наносил. А, ну этот как раз и увеличивает силу заклинаний. Вот этот меньше расходует. Может его надеть? Те гусениц все равно хотелось бы. Вот эти нафиг. Меньше вот это вот наденем. И... А, я думал, я вот этот вообще надел. Амулет, крепкий панцирь. Они просто выглядят похоже. Ты уже проходишь игру.
Ну, 11-й стрим как бы уже, да. Привет, Алихан. Может, вот этот, чтобы хпшек больше было. Или вот этот, чтобы мы еще урон наносили. Сейчас потестируем. Ой, как мы медленно теперь бьем, конечно. Аж с непривычки сразу разница видна. Так. Дубль уже не знаю какой. Эх. Спокойно. Ну да. Но если вы говорите, мне там чуть-чуть не оставалось, чуть-чуть оставалось как раз таки, то почти до 3-й стадии мы доходим. Наверное, прогресс. Наверное. Я помню, как только встретил тебя, а ты уже проходишь игру. Ну, 11 стримов на это почти что понадобилось еще. Не факт, конечно, но мы в процессе, да. Куда я улетел? О боже. Так, что-то я невнимательный абсолютно. Ты концовки уже видел? Я их видел еще до выхода Силксонга много лет назад. Как и многое в этой игре. Еще на первом стриме в начале это говорил.
Нет, без этого ускоренного удара мы что-то дольше проходим первую стадию. Первого босса, точнее. Вот надо обязательно возле меня их заспамливать. В ту сторону. Отвратительные попытки пошли. Ой. Так, меняем обратно эту штуку на вот тот. Меньше души. Ну, вроде тоже полезный, но, блин, не хватает ячеек сразу. Это тоже восполняет душу. Попробуем без него. Хотя, наверное, будет вообще ужасно, но хотя бы сравним. Эй, Форум, ты почти что прошел игру, можешь ли ты сказать свое мнение? Да, могу, но давай я скажу, когда будут титры все-таки. Сейчас, когда босс, я весь на взводе, просто я не хочу отвлекаться, прям по полной его лупить дальше. Вот будут сразу титры, я расслаблюсь и я выскажу все, что я думаю об этой игре. В этот раз побыстрее вроде. С этим амулетом. Так, сейчас надо очень внимательно, не спешить, аккуратно, спокойно. И сосредоточенно. Ну... Вот некоторые он заспамливает эти шарики возле себя, чуть подальше от меня, а некоторые прям почти впритык от меня. От которых уклониться почти нереально. Ну, чисто рандом, думаю, мне даст победу этим боссом. Вот опять он из-под земли где-то его достал, и я прям не мог уклониться ему никак.
4 хп это смешно. Куда? О боже. Блин. Рука начинает уставать по чуть-чуть. Божественно, минус 3 хпшки. Ай. Вот это сейчас будет обидно. Ну да. Но мне кажется, опять было близко до третьей стадии.
дожили даже, блин, первой стадии вот этой вот, с первым боссом уже умирать начинаем. Ну это позор вообще, вообще позор. После прохождения игры что ты будешь стримить? Обзор столов и картина Тильды только для Игоря, эксклюзивно, 24/7. Чтобы он смотрел и наслаждался. А для всех остальных, наверное, Сейтсонг. Не знаю, прям сразу ли, или спустя какой-то перерыв. А что еще, кроме него, в ближайшее время надо будет подумать. Я прочитал, что это бог мотыльков. Вот откуда эта хрень вылетела? Я не про коп, я там про шарик, который внезапно из ниоткуда взялся опять. Нормально. Не успел уклониться. Ты где? Это что, третья фаза? Блин. Ну ёханый. Ёханый. Третья стадия, финал. Блин. Это же надо было, же на таком, блин, важном моменте помереть даже не за урона, а из-за паркура моего любимейшего. Паркур это то, что больше меня всего в этой игре вымораживало. Вымораживает даже на финальном боссе.
Там даже с атаками босса мне повезло, там они были не такими неприятными. Все так хорошо складывалось. Нет, мы паркур гребаный. Ага. Супер. Давай заново. Ну вот когда прям с самого начала уже отвратительно что-то начинается, но это уже бессмысленно дальше. Ты не хочешь сюда переехать? Спасибо. Не в ту сторону опять. Ё-моё. Спокойствие, только спокойствие. Простите, меня не было, что он будет стримить, если пройдет эту игру. Хилксонг наверняка, просто не знаю, сразу ли после этой игры или может спустя какой-то перерыв. А кроме него еще пока не знаю. Что еще? Я же уклонился.
Бог рандома. Это не бог мотыльков, это бог рандома. Ну, чисто победа, если она будет, то это будет чисто из-за того, что вот эти вот удары рандомно как-то распределятся удачным мне образом. Вот просто вопрос, когда этот удачный момент, эта удачная попытка наступит. Скорее или позже. Чисто из-за рандома зависит, победю я или не победю. В моем случае это зависит от рандома, если что, в моем случае. Хотя, если я еще 50 попыток это проделаю, может я и запомню наизусть, что там да как, и будет уже не до рандома, уже будет именно от запоминания. Хотя в третьей стадии я даже толком не посмотрел, что там. Сейчас опять, блин, еще тут бы помирать, это кринж вообще какой-то. Ай, мы почти добрались до третьей стадии тогда, но, блин, из-за паркура. Как бы гляну, что там, может, еще там что-то вообще не веселое. Что выберешь? 10 часов обсуждения столов и картин или путь боли? Конечно, столы. Картины — это же прекрасно. Что прекрасного в пути боли? Это же боль. Охрененное начало. Это было быстро. Теперь даже до второй стадии проблемы добраться такими рандомными ударами. Чё, и мана в этот раз не полная. ХП-то восстанавливает, а вот душу нет.
Как же он меня бесит постоянно, этот стикс. Вместо вправо теперь влево бьет. Тогда был вместо низа в бок, когда надо было на грибах прыгать, а теперь тут вместо лево вправо или наоборот. Два черепка это весело, конечно, сейчас будет. Один удар и до свидос. Это был моментальный удар. Вот эти шарики, наверное, это моя самая нелюбимая тут атака. На втором месте эти кинжалы сбоку. Именно сбоку. Все остальные атаки еще нормально. А вот эти две атаки чисто рандом. Четыре с половиной часа уже стримили. Уже рука болит, честно. Моя любимая атака пошла. Третья стадия, кажется, пошла. Нет, не. Один удар? Серьезно, тут один удар нужен был? Я думал, тут еще в третьей стадии еще его лупить надо будет какое-то время, а тут один удар. Капец, тогда мы еще в прошлый раз тогда, когда почти сюда дошли, из-за паркура мы обломались еще на столько попыток. Капец. Я-то думал, тут еще целая третья фаза будет. Фу, ну тогда аллилуйя. Неужели?
Рука уже отваливается вообще. Я это сделал, я это титры долбаные, я их увидел, я этих боссов всех победил, да. Hollow Knight пройден. Могу себе галочку ставить в этой жизни. Ой. На что мы... Что можно сказать насчет наших долгов, которые остались незакрытые? Какие-то специально, какие-то нет. Повторимся, последний раз это Пантеоны все. Это Колизей третий, это Путь боли, это Грим кошмарный вот этот вот. И там проценты там всякие, там маску дособрать. Сосуд для душ дособрать. И что-то там еще по мелочи, наверное, по процентам. Все. Все остальное, всех остальных боссов на локациях и в целом сами локации, я все везде прошнырял, все собрал, все прошел, всех победил. На концовку, на вот эту вот более трудную прошел. На паркуре вчера намучился, но этот амулет достал. Босса вот этого лучезарность мы открыли, его кое-как прошли тоже. Прошли на более трудную концовку, та, которая вот с этим дополнительным боссом. И я доволен собой. Путь боли не дает проценты. Ну, не проценты, а в целом я считаю, что мы не прошли за всю игру. Проценты это вот пятый. Сами проценты вообще вместе взятые, это пятый вот у меня пункт получается. Потому что в процентах там, как ты и говорил, маска там, сосуд для душ. Что-то еще там по мелочи, наверное, у нас осталось. А вот 5 пунктов у нас не пройденных в целом, а все остальное пройдено. Еще раз, это Грим, это Пантеоны, это Колизей третий, это Путь боли, это проценты, там мелочь всякая. 5 пункт, вот. Все остальное пройдено. Вот что я оставил непройденным. Почти все специально, только там по процентам что-то я не дособрал. Как раз вот таки вот этот третий амулет, который... Наше поздравление, вы совершили великий подвиг, вы не сдавались и наконец победили. Надеемся, вам понравится Мирия Полого Рыцаря. До скорой встречи. До очень скорой встречи. Тим Черри, до скорой. Так вот, это как раз вот этот третий амулет, который... За который еще 8000 надо было платить этой тетке в шатре. Потом мы не купили этот амулет той другой тетке торгашки, за который стал доступен за то, что мы все остальные амулеты открыли. Вот. Вот это тоже, я так понимаю, считается в проценты. Ну и я, как и говорил, я специально это все не хотел трогать, потому что для меня это уже не так важно. Вот этим вот пантеонами, путем боли душиться, это точно не для меня. Для меня вот самое главное в целом игру пройти, всех боссов победить, все локации посмотреть, титры увидеть, и все, я счастлив. И то мы прошли не на самую легкую концовку, где там вот только этот полый рыцарь был бы, а на более трудную.
А с пантеонами возиться, там с этими еще более трудными концовками, это нет, спасибо. А путь боли это вообще, я молчу. Вы видели, как я вчера бомбил на этих паркурах. Путь боли для меня туда путь закрыт вообще. И в целом, вот как просил Алихан, что я могу сказать в конце по итогу всей игры. По итогу самый бесячий, даже не босс, а самый бесячий вообще момент игры для меня это паркур, это локации. Это вот самое вот бесячее, что меня выводило за всю игру больше всего остального. Ни один босс меня не выводил так, как этот паркур меня выводил из себя. Сколько бы я боссов не лупил за всю игру, вот всех этих, пересчитать любых. Пусть там были по нескольку попыток какие-то, некоторые были по много попыток, но ни один из них не выводил меня так из себя, как этот паркур. Паркур тут для меня точно не для меня он, собственно. Я знаю, есть многие отдельные игры, всякие специализирующиеся как раз на паркурах, всякие вот Metroidvania подобные. Но я в такое никогда не играл вообще. Я еще на первом стриме говорил, что я подобные игры, как вот Hollow Knight, вообще никогда не играл. Ну или играл, но очень давно и очень редко, вообще чуть-чуть. Так что у меня в целом здесь опыта вообще никакого не было. Совершенно. Единственный опыт, который у меня был, это в Souls-лайках в целом. С боссами драться. Тут некоторые механики даже похожие на Souls-лайки. Но это все, чем я ограничивался. Каким-то опытом тут и все. Так что вот этот паркур, который во многих других играх наверняка есть, это я в подобное никогда точно играть не буду. Он для меня тут самый неприятный. Грибы и дворец будут сниться. Да, грибы это еще цветочки. Грибы это еще по-божески, это еще... Охо-хо, под конец игры я все-таки вот наконец более-менее, как говорил, научился эти удары вниз делать. Хотя когда стик не подводит, когда я нажимаю вниз, а он бьет в бок. Когда работает все нормально, то работает все нормально. Или как вот было сейчас с последним боссом, уже наоборот, стик. Мне нужно было в бок уворачиваться, а не вниз. И он вместо удара в бок, удар влево, или вправо, или наоборот делал. Или я там в пылу боя сам уже во все стороны стиками крутил, я не замечал вообще. Я не смотрю на свои руки, не смотрю на геймпад, что я там конкретно нажимаю. Я там во время в пылу боя уже моментами могу с ума сходить и все нажимать. Грибы-цветочки. Да, грибы в начале игры были для меня самой бесячей проблемой. И нормально они так меня там выводили в этой первой локации грибной в начале. А под конец эти грибы еще легкотня, можно сказать. Вот сейчас я пойду в эту грибную локацию, это еще легкотня будет для меня. А вот дворец это вот реально в кошмарах будет сниться. А путь боли это нет. Это кошмар всех кошмаров. Даже пробовать его не буду. Никогда и ни за что. По процентам: одна маска, один сосуд для душ, грим, пантеон и колизей. Да. Все из этого перечислено для меня уже не так важно. Грима вот немножко обидно, конечно, что не прошли все-таки, но опять-таки, если бы я там еще 50 попыток на него потратил, я бы, думаю, что реально заучил бы все его там вот эти удары. И через 100 попыток, думаю, победил бы его тоже. Это с любым боссом так работает, когда ты его уже мувсет полностью изучаешь, и уже полностью привык ко всем его ударам, и полностью научился уклоняться от всего, то, думаю, грима бы тоже прошли. А вот Колизей... Вот за Колизей немножко обидно, да, что там он под конец меня там чуть-чуть поддушил, чуть-чуть. Ну и он для меня тоже не особо важен был. Это первые два, там за первые два были довольно-таки полезные награды, там ячейка, руда, то там стоило бы подушиться. Вот за третий там просто проценты, ты говорил, даются, и руда, и гео точнее, то оно того не стоит для меня. Вот.
Что еще сказать хотел? То, что игра мне, конечно же, понравилась, несмотря ни на что. Вот только разве что сказал то, что никакие боссы меня тут так не выбешивали, как паркур. Паркур для меня самая большая проблема в этой игре оказалась, неожиданно. Но в целом игра, конечно, супер-пупер-бомба-пушка, вообще кайф. Вау. Красивая музыка, просто невероятные, боссы классные. Механики нормальные, некоторые моменты бесячие, конечно, были, но это мы опустим. Я уже в большом предвкушении Силксонга. Какой шедевр там будет. И поскорее мы туда, наверное, перейдем. И будем наслаждаться новой музыкой, новой игрой, новым сюжетом, новыми боссами. Игра пройдена, процент 104. Время 47 часов 27 минут 43 секунды. О как. Вот кому вдруг будет интересно, там кто в записи может будет смотреть, или кто в будущем может меня будет спрашивать, когда я буду проходить Silksong, на сколько процентов я прошел или за сколько времени. Я вот буду всех пересылать на вот этот момент финального стрима на 4 часа 51 минуту на стриме, чтобы вот, если что, кому будет интересна статистика, вот это вот она тут. Режим стальное что-то души открыт. Без тени, без возрождений, одна жизнь на всю игру, высшие испытания. Вы что, шутите? Это для кого-то другого. Это для фанатов, это для любителей, это для тех, кто любит страдать, кто любит игру больше всего на свете. Все, наконец-то. Этот момент настал. Игра пройдена, титры просмотрены. Можно прощаться. Пантеоны все-таки я пробовать не буду. Все-таки я устал. У меня рука отваливается, честное слово. Вот. Я не считал, сколько попыток я реально на вот этого, на лучезарность потратил. Кстати. А где оповещение? Ну-ка обновить. Что-то оповещение не работает с Твича, с подписки. Очень странно. В любом случае, спасибо за подписку на Твиче. Кто там подписался? Не знаю, ты еще тут или нет. Так вот, да, на чем я остановился. Спасибо всем, кто смотрел все это прохождение. Все 11 стримов. Это было что-то с чем-то. Финал я один увидел, похоже. Ну да, все, походу, устали смотреть на мои миллион попыток лучезарности и боя с ним. Но, может, в записи кто-то глянет. Спасибо, Игорь, что ты дожил до этого момента, до финала самого, до победы. Спасибо всем, кто, может, смотрел стрим молча, в чате ничего не писал, кто был все это время, за все время стрима в чате, кто активничал, кто ставил лайки или дизлайки на ютубе, всем спасибо. А также тем, кто будет смотреть этот стрим в записи, тоже вам спасибо. Увидимся, не знаю когда, надеюсь, на днях. Может даже в Silksong, кто же знает. Ну, всем удачи, всем пока.